Добрый день, дорогие зрители! Рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы с вами затронем необычайно важную и актуальную тему, которая касается пророчеств греческого старца Георгия о 7 войнах. Эти предсказания, сделанные более десятилетия назад, сейчас приобретают особую актуальность и заставляют задуматься о нашем будущем. Итак, пророчество греческого старца Георгия, которые касаются 7 будущих войн, способных охватить весь мир. Эти предсказания, сделанные еще в 2007 году, описывают серию военных конфликтов, которые будут следовать один за другим с периодами затишья и перемирия между ними. Пророчество старца Георгия вызывает особый интерес не только своей точностью и деталями, но и тем, что многие из них уже начали сбываться. Старец Георгий, несмотря на свою скромность и желание оставить свои предсказания вне широкой огласки, поделился этими знаниями с прихожанами. Эти пророчества были записаны и переведены на русский язык, что позволило многим людям узнать о возможных будущих событиях и подготовиться к ним. Важно понимать, что старец Георгий не просто предсказывал будущие войны, но и давал советы о том, как их пережить и сохранить веру в Бога и человечество. Старец Георгий, имя которого до сих пор вызывает уважение и почтение среди православных верующих, родился в начале XX века в Греции. С ранних лет он проявлял глубокую религиозность и стремление к духовной жизни. Приняв монашеский постриг, Георгий посвятил свою жизнь служению Богу и людям. Он жил в монастыре, где его молитвы и духовные наставления привлекали множество людей, которые искали утешения и духовного просвещения. Старец Георгий был известен своей мудростью и прозорливостью. Многие приходили к нему за советом, и его слова часто оказывались пророческими. Георгий обладал даром предвидения, который, по его словам, был дарован ему Богом. Этот дар позволял ему видеть будущее и предсказывать события, которые должны были произойти. Среди многочисленных пророчеств особое место занимает предсказание о 7 войнах, которые, как он утверждал, охватят весь мир. Пророчества старца Георгия были записаны одним из его ближайших учеников в 2007 году. Старец не стремился к публичности и не желал, чтобы его предсказания распространялись широко, особенно среди тех, кто не разделял его веру. Тем не менее, в 2008 году записи были переведены на русский язык и стали доступны широкой аудитории. В них старец Георгий описал 7 войн, которые, по его словам, должны были произойти в будущем. Эти пророчества сразу привлекли внимание своей детализацией и точностью. Георгий говорил о периодах затишья между войнами, о нарастании кровопролития и участии различных стран в этих конфликтах. Он также подчеркивал, что некоторые страны, вместо того, чтобы искать мирные решения, будут подстрекать к дальнейшим военным действиям. Эти предсказания стали особенно актуальными в свете современных геополитических событий. Согласно пророчествам старца Георгия, мир ждет 7 великих войн, каждая из которых будет более кровопролитной и ужасной, чем предыдущая. Эти войны охватят всю планету, вовлекая все больше стран в конфликты. Старец Георгий описывал эти события с удивительной точностью, указывая на конкретные страны и геополитические изменения, которые должны произойти. Старец говорил о том, что между каждой войной будут периоды затишья и перемирия. Эти периоды будут давать людям передышку, но не принесут долгосрочного мира. Важно отметить, что Георгий подчеркивал, что государства, решившие не участвовать в этих войнах, не будут стремиться к миру, а наоборот будут подстрекать к дальнейшим конфликтам. Одной из ключевых особенностей пророчеств старца Георгия является описание периодов затишья между войнами. Эти периоды временного перемирия позволят народам восстановить силы и подготовиться к новым испытаниям. Однако каждое новое столкновение будет более жестоким и разрушительным, чем предыдущее. Георгий утверждал, что каждая последующая война будет иметь свои уникальные особенности и вызовы. Первая война, по его словам, начнется с конфликта с Грузией, которая станет своеобразным прологом к следующим событиям. Вторая война будет связана с Украиной, которая, подстрекаемая Западом, будет вести активные военные действия против России. В дальнейшем конфликты будут охватывать все больше стран, включая Иран, Израиль, США, Турцию и Грецию.
Старец также предсказывал, что технологический прогресс и развитие передовых технологий сыграет ключевую роль в этих войнах. Он предупреждал, что использование новых видов оружия и военных технологий приведет к массовым разрушениям и огромным человеческим жертвам. Тем не менее, он верил, что в конечном итоге победу одержат те, кто останется верен православной вере и Божьей благодати. Старец Георгий предсказал, что первая из 7 великих войн, которые охватят мир, начнется с конфликта с Грузией. Это пророчество, записанное его учениками в 2007 году, описывает события, которые должны произойти в ближайшем будущем. Старец Георгий утверждал, что этот конфликт станет началом цепи военных действий, которые приведут к глобальным изменениям на международной арене. Согласно пророчеству, конфликт с Грузией станет своеобразным прологом к следующим войнам, демонстрируя нарастающее напряжение и нестабильность в регионе. Георгий предупреждал, что это столкновения будут сопровождаться значительными разрушениями и человеческими жертвами, но оно также послужит сигналом к пробуждению других стран и началу более масштабных конфликтов. Важной особенностью этого пророчества является упоминание о том, что каждая последующая война будет более кровопролитной и разрушительной, чем предыдущая. Конфликт с Грузией станет первой ступенькой в этом процессе, открывая дверь к более серьезным и масштабным военным действиям. Старец подчеркивал, что это только начало, и впереди человечества ждут более тяжелые испытания. Старец Георгий также указывал на роль США в конфликте с Грузией. По его словам, Соединенные Штаты будут активно участвовать в этом военном противостоянии, подстрекая и поддерживая Грузию. Георгий утверждал, что американское правительство будет использовать этот конфликт как средство для достижения своих геополитических целей и ослабления позиции России в регионе. Согласно пророчеству, США будут действовать не только как политический союзник Грузии, но и как активный участник конфликта. Американская поддержка будет включать поставки вооружений, разведывательную информацию и дипломатическую поддержку на международной арене. Это вмешательство США будет направлено на дестабилизацию ситуации и усиление напряженности между Россией и Грузией. Старец Георгий также предсказывал, что вмешательство США в этот конфликт приведет к серьезным последствиям для всей международной системы. Он предупреждал, что такие действия приведут к дальнейшему обострению отношений между крупными мировыми державами и создадут основу для более масштабных и разрушительных конфликтов в будущем. Георгий подчеркивал, что мир находится на пороге серьезных изменений, и роль США в этих процессах будет ключевой. Старец Георгий предсказал, что вторая из 7 великих войн начнется между Украиной и Россией. Это предсказание оказалось особенно пророческим в свете событий 2008 года, когда начался вооруженный конфликт в Грузии. Напряженность между Россией и Украиной начала нарастать. Этот конфликт, по мнению старца Георгия, является лишь началом более масштабного и затяжного противостояния между двумя странами. В 2008 году мир стал свидетелем российско-грузинской войны, которая привела к значительным изменениям в геополитической ситуации на Кавказе. Однако старец Георгий утверждал, что это лишь прелюдия к более серьезному конфликту между Украиной и Россией. Он предсказывал, что противостояние будет продолжаться и усиливаться, охватывая все больше регионов и вовлекая все больше участников. Одним из ключевых аспектов пророчеств старца Георгия является роль США в конфликте между Украиной и Россией. Он утверждал, что Соединенные Штаты будут активно подстрекать Украину к военным действиям против России. Эта поддержка будет включать не только политическую и дипломатическую помощь, но и военную поддержку в виде поставок оружия, разведданных и тренировки украинских военных. Старец предупреждал, что США будут использовать Украину как инструмент для ослабления России и усиления своего влияния в регионе. Он утверждал, что американское правительство будет действовать из своих геополитических интересов, не заботясь о долгосрочных последствиях для региона и мира в целом. Это подстрекательство приведет к эскалации конфликта и увеличению числа жертв с обеих сторон.
Старец Георгий также говорил, что Турция займет колеблющуюся позицию в этом конфликте. Хотя Турция будет стремиться сохранить нейтралитет и не вмешиваться напрямую в противостояние, ее политическая и военная стратегия будут меняться в зависимости от обстоятельств и давления со стороны международного общества. Согласно пророчеству, Турция в конечном итоге разрешит американским военным кораблям и самолетам использовать свои проливы и воздушное пространство для нанесения ударов по России. Это решение будет продиктовано желанием укрепить свои отношения с США и НАТО, а также избежать возможных санкций и дипломатического давления. Тем не менее, старец Георгий предупреждал, что такая позиция Турции может привести к серьезным последствиям для самой страны. Он предсказывал, что в результате конфликта в Турции установится диктатура, а курды вновь поднимут восстание. Эти внутренние потрясения ослабят Турцию и сделают ее уязвимой для внешних угроз. Старец Георгий предсказал, что третья из 7 великих войн охватит Ближний Восток и станет столкновением между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами. Это пророчество описывает нарастающее напряжение в регионе, которое в конечном итоге приведет к открытому военному конфликту. По словам старца Георгия, эта война будет одной из самых разрушительных и сложных, вовлекая многие страны и приводя к значительным изменениям в геополитической ситуации. Согласно пророчеству, Иран будет играть центральную роль в этом конфликте. Старец Георгий утверждал, что Иран, обладающий значительными военными и стратегическими ресурсами, станет главной угрозой для Израиля и его союзников. Война начнется с атаки Ирана на Израиль, что вызовет ответные действия не только со стороны Израиля, но и его ключевого союзника Соединенных Штатов. Конфликт между Ираном, Израилем и США окажет огромное влияние на геополитическую ситуацию в регионе и за его пределами. Старец Георгий предсказывал, что эта война приведет к масштабным разрушениям и гуманитарным кризисам, затрагивающим миллионы людей. Война между Ираном и Израилем вызовет волну нестабильности на всем Ближнем Востоке. Множество стран в регионе окажутся втянутыми в конфликт, что приведет к увеличению числа беженцев и гуманитарной катастрофе. Экономические и политические последствия войны будут ощущаться не только в странах-участников, но и в их соседях, что приведет к длительному периоду нестабильности и восстановления. Соединенные Штаты, как ключевой союзник Израиля, будут активно участвовать в этом конфликте. Их вмешательство станет решающим фактором в ходе войны. Старец Георгий предупреждал, что участие США приведет к дальнейшему обострению напряженности в международных отношениях, особенно с Россией и Китаем, которые могут поддерживать Иран. Одним из самых значительных последствий войны станет угроза энергетической безопасности. Иран, обладая значительными запасами нефти и газа, будет использовать их как стратегическое оружие, что может привести к скачкам цен на энергоносители и глобальному экономическому кризису. Перебои в поставках нефти из региона, соответственно, повлияют на мировую экономику, создавая условия для глобальной рецессии. Старец Георгий утверждал, что война приведет к значительным политическим изменениям в регионе. Режимы в некоторых странах будут свергнуты, что создаст условия для появления новых политических сил и возможного роста экстремизма. Влияние внешних игроков, таких как США, Россия и Китай, усилится, что приведет к новым альянсам и изменению баланса сил на Ближнем Востоке. Старец Георгий предсказал, что 4-я из 7 великих войн разразится между Россией, Сербией и Североатлантическим альянсом. И этот конфликт станет результатом нарастающего напряжения в Европе и Балканском регионе, приводя к прямому военному столкновению крупных мировых держав. Согласно пророчеству, Россия и Сербия окажутся в центре этого конфликта. Георгий утверждал, что НАТО будет стремиться расширить свое влияние на Балканах, что вызовет сопротивление со стороны России и ее союзников. В этом контексте Сербия сыграет ключевую роль, выступая в качестве стратегического партнера России в регионе. Старец Георгий предупреждал, что эта война будет сопровождаться значительными разрушениями и человеческими жертвами. Военные действия охватят значительную часть Европы, вовлекая множество стран в конфликт. Георгий также предсказывал, что этот конфликт приведет к значительным изменениям в международных альянсах и в балансе сил.
Одной из особенностей этого конфликта будет вовлечение в него Хорватии и Боснии. Старец Георгий предсказывал, что эти страны окажутся втянутыми в войну из-за своей геополитической позиции и исторических связей с участниками конфликта. Хорватия, как член НАТО, поддержит альянс в его противостоянии с Россией и Сербией. Георгий утверждал, что хорватские войска примут активное участие в военных действиях, что приведет к значительным жертвам и разрушениям в стране. Участие Хорватии в этом конфликте также вызовет внутреннее политическое напряжение, так как не все жители страны поддержат эту войну. Босния и Герцеговина, разделенная между различными этническими и религиозными группами, окажется в сложной ситуации. Георгий предсказывал, что боснийские сербы поддержат Россию и Сербию, что приведет к внутренним конфликтам и эскалации насилия в стране. Вмешательства НАТО в Боснии будут направлены на стабилизацию ситуации и поддержку прозападных сил, что приведет к длительному и кровопролитному конфликту. Этот конфликт будет иметь значительное геополитическое значение, изменяя баланс сил в мире и в Европе. Старец Георгий утверждал, что война между Россией, Сербией и НАТО приведет к существенным изменениям в международных отношениях и вызовет долгосрочные последствия для всех участников. Конфликт приведет к пересмотру существующих альянсов и созданию новых. Георгий предсказывал, что некоторые страны НАТО могут пересмотреть свое членство в альянсе, что ослабит его единство и эффективность. Россия и Сербия укрепят свои связи с другими странами, не входящими в НАТО, что создаст новую геополитическую ось, которая будет противостоять западному влиянию. Старец Георгий предсказал, что пятая из 7 великих войн разразится между Турцией и Грецией. Этот конфликт будет вызван давними территориальными спорами и историческими обидами, которые снова всплывут на поверхность. Согласно пророчеству, Турция решится на военные действия против Греции, стремясь укрепить свое влияние в регионе и вернуть территории, которые она считает своими. Старец Георгий описывал, что нападение Турции на Грецию будет внезапным и жестоким. Турецкие войска вторгнутся на греческие территории, что приведет к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Война будет сопровождаться ожесточенными боями как на суше, так и на море, затрагивая множество регионов и городов обеих стран. Согласно пророчеству старца Георгия, Россия сыграет ключевую роль в этом конфликте. Георгий утверждал, что Россия, как защитник православной веры и исторический союзник Греции, не останется в стороне и окажет значительную помощь греческим войскам. Российская поддержка будет включать не только дипломатическую и материальную помощь, но и прямое военное вмешательство. Россия предоставит Греции современное вооружение и военную технику, что значительно усилит обороноспособность греческой армии. Российские военные специалисты будут тренировать греческих солдат и помогать в разработке стратегий для отражения турецкого наступления. В определенный момент конфликта российские войска непосредственно вступят в бой на стороне Греции. Старец Георгий предсказывал, что это будет решающим фактором в исходе войны. Российский флот и авиация окажут поддержку греческим силам, нанося удары по стратегическим объектам Турции и разрушая ее военную инфраструктуру. Согласно пророчеству, решающее сражение произойдет вблизи одного из греческих островов. После ожесточенных боев греческие и российские войска сумеют отбросить турецкую армию и нанести ей серьезные потери. Турция будет вынуждена отступить и прекратить наступление. В результате войны Греция укрепит свои позиции в регионе, а Турция понесет значительные убытки как в военном, так и в экономическом плане. Конфликт между Турцией и Грецией окажет значительное влияние на геополитическую ситуацию в регионе и за ее пределами. Старец Георгий предсказывал, что эта война приведет к изменению баланса сил на Балканах и в Восточном Средиземноморье, а также повлияет на отношения между ключевыми мировыми державами. После победы Греция и Россия укрепят свои позиции в регионе. Влияние Турции, напротив, значительно ослабнет, что приведет к внутренним политическим и экономическим кризисам.
Война продемонстрирует силу и решимость России защищать своих союзников и православные народы, что повысит ее престиж на международной арене. Конфликт между Турцией и Грецией приведет к пересмотру существующих международных альянсов. Некоторые страны НАТО могут пересмотреть свое отношение к Турции, что ослабит ее позиции в альянсе. Россия и Греция укрепят свои союзы с другими православными странами и государствами, заинтересованными в противодействии турецкому влиянию. Старец Георгий предсказал, что шестая из 7 великих войн разразится с участием балканских стран на стороне России. Этот конфликт станет продолжением нарастающего напряжения в Европе и приведет к значительным изменениям в геополитическом ландшафте региона. Балканский полуостров всегда был ареной сложной межэтнических и межгосударственных отношений, и старец Георгий предсказывал, что именно здесь вспыхнет новый конфликт, который втянет в себя множество стран. В этом контексте Сербия снова сыграет ключевую роль, как и в предыдущих войнах, укрепляя свой союз с Россией. К Сербии присоединятся такие страны, как Черногория, Македония, которые также окажут поддержку России в противостоянии с западными силами. Старец Георгий предсказывал, что война на Балканах перерастет в более широкий конфликт с участием Чехии и Польши. Эти страны, исторически связанные с Западом и НАТО, будут активно противодействовать российскому влиянию в регионе. Чехия, находясь в центре Европы, станет важным стратегическим пунктом в этом конфликте. Она предоставит свою территорию для размещения войск НАТО и поддержит военные действия против России и ее союзников на Балканах. Военные действия на территории Чехии приведут к значительным разрушениям и гуманитарным проблемам, так как страна окажется на передовой линии фронта. Польша, как один из ключевых членов НАТО в Восточной Европе, сыграет важную роль в противостоянии с Россией. Она активно поддержит военные действия против российских и балканских сил, предоставляя свои ресурсы и войска. Польша станет ареной ожесточенных боев, что приведет к значительным потерям и разрушениям в стране. Война вызовет серьезные социальные и экономические последствия для польского общества. Старец Георгий предсказал, что 7-я и последняя из 7 великих войн станет глобальным противостоянием между США и Россией. Этот конфликт будет кульминацией нарастающего напряжения между двумя крупнейшими мировыми державами и приведет к значительным изменениям на международной арене. Согласно пророчеству, война между США и Россией начнется с попытки американцев использовать ядерное оружие против России. Старец Георгий утверждал, что США, видя свои неудачи в предыдущих конфликтах, попытается нанести решающий удар, сбросив ядерную бомбу на Москву. Однако русские смогут нейтрализовать эту угрозу, что приведет к глобальному сбою в электроснабжении на планете и вызовет серьезные проблемы в мире. Одним из ключевых аспектов пророчеств старца Георгия является упоминание о секретном оружии России. Георгий утверждал, что Россия обладает уникальной военной технологией, которая позволит ей удерживать контроль над ситуацией и противостоять западным силам. Старец Георгий описывал, что это оружие как летающие аппараты, похожие на летающие тарелки, которые будут играть решающую роль в защите России. Эти аппараты смогут нейтрализовать ядерные угрозы и обеспечат стратегическое преимущество России в конфликте. Благодаря этому секретному оружию Россия сможет не только защитить свои территории, но и нанести ответные удары по ключевым объектам противника, что изменит ход войны в ее пользу. Старец Георгий также предсказывал, что Россия будет использовать передовые технологии в области электронной войны и кибербезопасности. Это позволит ей дестабилизировать систему управления и коммуникации противника, нарушая его военные операции. Старец Георгий утверждал, что в конечном итоге Россия выйдет победителем из этого глобального конфликта. Однако победа будет достигнута большой ценой – разрушениями, потерями и глобальными изменениями в мировом порядке. Война между США и Россией приведет к значительным изменениям в международных отношениях. Старец Георгий предсказывал распад НАТО и ослабление западного влияния на мировую политику. Россия укрепит свои позиции как ведущая мировая держава, а ее союзники, такие как Китай и Индия, также усилят свое влияние.
Конфликт вызовет глобальный экономический кризис, так как разрушение и нарушение международной торговли приведут к длительному периоду восстановления. Социальные последствия войны будут ощущаться во многих странах. Массовая миграция, гуманитарные кризисы и политическая нестабильность станут главными вызовами для мирового сообщества. Старец Георгий предсказывал, что война приведет к духовному пробуждению многих людей. Понимание ужасов конфликта и необходимость поиска мирных решений укрепят веру и стремление к духовным ценностям. Старец Георгий предсказывал, что Россия обладает уникальным скрытым оружием, которое сыграет решающую роль в будущих глобальных конфликтах. Согласно его пророчествам, это оружие даст России значительное стратегическое преимущество и позволит ей защитить свои интересы и союзников в мировых войнах. Старец Георгий предсказывал, что Китай сначала выступит как союзник России в глобальных конфликтах, но в конечном итоге предаст ее, стремясь к собственным геополитическим целям. Это предательство станет одним из ключевых аспектов в изменении баланса сил на международной арене. В начале конфликта Китай будет поддерживать Россию, предоставляя ей и экономическую, и военную помощь. Эти два гиганта будут действовать совместно против западных сил, стремясь ослабить влияние США и их союзников. Китай и Россия укрепят свои экономические связи, проводя совместные проекты в области энергетики, инфраструктуры и обороны. Это сотрудничество позволит им противостоять санкциям и экономическим давлениям со стороны Запада. В какой-то момент Китай изменит свою стратегию и начнет действовать в собственных интересах, предавая Россию. Старец Георгий предсказывал, что Китай будет стремиться получить контроль над территориями в Сибири, которые будут ему переданы на временной основе. После того, как Китай получит значительные территории в Сибири, он отзовет свои войска и нанесет удар по России, стремясь захватить ее ресурсы и ослабить ее военное могущество. Это предательство станет шоком для России и изменит ход конфликта. Китай может также начать сотрудничать и с западными силами, предоставляя им стратегическую поддержку в обмен на экономические и политические выгоды. Это предательство значительно ослабит позиции России и изменит баланс сил в ее противостоянии с Западом. Пророчество старца Георгия о глобальных конфликтах предсказывает значительные геополитические изменения, которые затронут весь мир. Эти изменения будут результатом масштабных войн, в которых ключевые роли сыграют Россия и Китай. Конфликты приведут к ослаблению НАТО, так как многие страны пересмотрят свое членство в альянсе из-за внутренних кризисов и внешнего давления. Это ослабление уменьшит способность НАТО действовать как единая сила. Россия и ее союзники, включая Китай, до его предательства создадут новые альянсы и коалиции для противостояния западному влиянию. Эти альянсы будут основаны на общих экономических и военных интересах, а также на сопротивлении американской гегемонии. Также войны могут привести и к распаду некоторых государств и образованию новых политических образований. Политическая карта мира значительно изменится, отражая новые реальности и балансы сил. В результате конфликтов и кризиса во многих странах могут установиться авторитарные режимы, которые будут стремиться к стабилизации и контролю над внутренними проблемами. Также старец Георгий предсказывал, что ужасы войн приведут к духовному пробуждению многих людей. Возвращение к духовным ценностям и укрепление веры станут важными аспектами в процессе восстановления после войн. Дорогие зрители, мы подошли с вами к концу нашего видео. Сегодня мы рассмотрели удивительные пророчества греческого старца Георгия о 7 войнах и особую роль России и Китая в этих глобальных конфликтах. Эти предсказания дают нам пищу для размышлений и подчеркивают важность осознания текущих геополитических процессов. Независимо от того, верите ли вы в пророчество старца Георгия или нет, важно помнить о значимости поиска мирных решений и духовной стойкости в нашем беспокойном мире. Пусть эти пророчества станут для вас напоминанием о необходимости стремления к гармонии, вере и ответственности перед миром.
Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь ими с друзьями и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте свои комментарии и делитесь своими мыслями о пророчествах старца Георгия. Мы ценим ваше мнение и всегда рады обсуждению. Благодарим, что вы были с нами, и до новых встреч. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.